Всем привет, с вами Максим, и на моем столе сегодня стоит электрогриль. Это Tefal OptiGrill Plus. Я подарил его моей маме на день рождения, чтобы порадовать. С тех пор мы им активно пользуемся и радуемся. А с сегодняшнего дня я запишу наиболее характерные моменты его использования, для того, чтобы показать вам и порадовать, и попробовать с вами разобраться, нужен ли вообще дома электрогриль, и если нужен, то для чего и кому. Я этот электрогриль не рекламирую, никаких денег за это не получал, просто вам рассказываю про то, какая техника существует и какие у нее особенности. У этого электрогриля очень круто, что предусмотрен вот такой вот поддон под жир, который вот так вот устанавливается в паз и никуда не съезжает. Для того, чтобы жир стекал именно в него, а не сзади и не сбоку, здесь предусмотрен наклон нагревательной поверхности, и все стекает по желобкам вниз. Это работает, жир действительно скапливается только здесь, на стол ничего не попадает. Если бы производитель пустил это на самотек, я не знаю, что бы у меня здесь было. В общем, я фанат таких простых и классных конструктивных решений. Следующее крутое решение — это вот такие зубчики на нижней панели. Благодаря ним продукты не съезжают, они работают. Кстати, смотрел обзор электрогриля до того, как его купить, и заметил, что некоторые люди путают эти панели местами, ставят зубчики наверх, и потом у них рыба уезжает вот так на видео. Это очень смешно, мне жаль этих людей. Конечно, их надо располагать снизу, все логично, и они работают. На верхней панели присутствует углубление, для того, чтобы эти зубчики в них вставлялись, когда мы закрываем его, и ничего там не затиралось, не повреждалось. Также здорово, что эти панели легко снимаются, для этого я нажимаю кнопку, и их можно спокойно мыть. Нагревательный элемент, как видим, расположен по всему контуру жарочной поверхности, поэтому все прогревается быстро и эффективно. Также и верхняя снимается, и там видим ту же самую картину с нагревательными элементами. Устанавливается все просто, одной рукой могу это сделать легко. Сами панели при этом антипригарные, поэтому легко очищаются, да и салфетками протереть их можно, не мыть. Ну и, конечно, сама электронная вот эта панель управления данного гриля, которая позволяет готовить разные продукты с предустановками и без. При этом индикатор показывает, какая степень приготовления, либо какая температура. На камеру я посмотрел уже, что плохо передается цвет, но он меняется плавно, вы всегда понимаете, в каком диапазоне вы находитесь. Для тех людей, кто не отличает цвета, он пищит. Так что пропустить степень приготовления сложно. По опыту мы с вами уже убедились, что здесь работает определение толщины. Как видим, здесь написано Sensor Cooking. И по степени закрытия гриля он примерно вычисляет, какая толщина продукта и сколько времени его нужно готовить. Все это работает. Готовлю на этом гриле не в первый день, имеется опыт приготовления рыбы, курицы и овощей. Но именно сегодня я решил записывать видео, потому что ко мне в руки попали вот такие красивые куски мяса, посмотрите. Это небольшой кусок вырезки за 700 рублей, это достаточно толстые куски, и поэтому будет любопытно проверить, как этот гриль справится со средней прожарки толстого куска размером с 3 пальца. Здесь у меня овощи, кабачки и баклажаны. Я их тоже посолил и прям без масла запущу их на гриль. Посмотрим, что получится. Включаем, задаем ручной режим, так как здесь нет предустановки для овощей. Задаем самую высокую температуру, нажимаем ОК. Я запустил секундомер, погрешность секунд 30 будет, узнаем, за какое время он нагревается до максимума. Гриль пропищал, я выключил камеру, чтобы батарею не израсходовать, но прошло где-то 4 минуты с небольшим, то есть нагревается он достаточно быстро. Начинаю с баклажанов, обратите внимание, сколько вошло. Это практически один целый баклажан, одна шайба только осталась. Исходя из этого можете сделать вывод, какого размера гриль вам нужен. Есть еще XL версия, она побольше. 4 минуты. О, да. Смотрите, из-за того, что овощи мягкие, они еще пуще размягчаются в процессе приготовления, каждый из них был прижат к решетке и жестоко обжарен. Принцип приготовления вы поняли. Все овощи откладываю в фольгу, и вообще все, что я готовлю на гриле, я откладываю всегда в фольгу и накрываю. А сейчас мы с вами посмотрим, что получается у нас с кабачками и баклажанами на электрогриле. Баклажан, кабачок. Хочу сказать, что они получаются мягкие, буквально за 4 минуты пропекаются на всю глубину. На режиме гриль в духовке для того, чтобы получить такой же мягкий результат, у нас уходило 40 минут. То есть гриль намного ускоряет приготовление овощей. Вкус бесподобный.
А следующий цикл приготовления всегда нужно начинать с нагрева. Мы выбираем кусок мяса и нажимаем ОК. Загружаем. Равные по толщине куски, именно по толщине. Устройству понадобилось 8,5 минут, чтобы довести толстые куски мяса до средней прожарки. Смотрите, какие они здоровенные и какая офигенная на них аппетитная корочка. Один доведу до велдана. 14 с небольшим минут ушло на полную прожарку. После каждого приготовления нужно отключать гриль. Вот смотрите, как хорошо прожарился кусок мяса. Вот что позволяет получить электрогриль. Сравниваем степень прожарки. Этот well done. Это средняя прожарка. Как видим, гриль действительно сделал среднюю прожарку более сочной, чем полную. Что еще раз нам говорит о том, что мясо нужно готовить только на средней прожарке. Я считаю, что гриль прекрасно справляется с заданием корочки, как для овощей, так и для мяса. Но преимущество сковороды в том, что корочку можно также задать и по краям, вручную поворачивая мясо. Тем не менее, это устройство позволяет получить нужную вам степень прожарки без каких-либо усилий, без перевертываний и само пропищит, когда все готово. И в этом его плюс. Куриное филе. В данном случае речь пойдет о филе бедра. Куриные грудки я тоже готовил уже на этом гриле. И несмотря на то, что это такое диетическое мясо, которое считается более сухим, чем бедра, оно получилось сочным. Я еще постараюсь приготовить куриную грудку, особенно с кожицей, и показать вам, что получается. Кожица — это отдельный момент, потому что она получается настолько хрустящая и офигенная. У меня просто не получалось никаким другим способом приготовления достигнуть этого же результата. А сегодня у нас филе куриного бедра. Мне интересно, будут ли они еще более сочные, чем грудки. Я сейчас показал вам краткий процесс приготовления их. Гриль запускается точно так же, только, соответственно, включаем уже режим курицы. И сейчас, как только он нагреется, что произошло только что, мы с вами приступим к обжарке. Тринадцать с половиной минут. Тут я делаю вклейку к мясу, и мы разберемся, что он готовил дольше. Ну, куски офигенные. Так, смотрим, что получилось. Прожарка полная. Очень сочно, очень вкусно. Грудки с кожицей на ней приготовлю прямо сейчас еще раз, потому что я не нашел ни фотографий, ни видео с тем, как я их делал в прошлый раз. Кожица получается просто офигенная. А заодно на этот раз мы проверим, как хорошо прожарится куриная грудка после холодильника. Заодно засеку это время. Обычно то, что я грилю, я разогреваю до комнатной температуры, но на этот раз моя курица была прямо из холодильника. И поэтому интересно, как охлажденный продукт будет готовиться, займет ли это больше времени и будет ли он такой же внутри пропеченный и сочный, как если он нагретый. Суммарное время приготовления 21 минута. Обратите внимание, какая офигительная корочка получилась. Теперь можно нарезать ее как утку по-пекински, так чтобы на каждом кусочке мяса был кусочек кожи. Даже грудка очень и очень сочная получается на этом гриле. Куриные бедра, конечно, получались еще сочнее, но если вы спортсмен или на диете и едите только диетическое мясо, то, конечно, вкуснее его приготовить, наверное, не получится. Кожица — это вообще самое лучшее, что вообще когда-либо у меня получалось. Сосиски. Так, посмотрим, что он сделает с сосисками. Для этого есть отдельный режим сосиски, вот его мы и проверяем. Но заодно примерно посмотрим, сколько займет по времени. Я не сразу запустил секундомер, так что 18 минут готовились сосиски до средней степени прожарки, но зато смотрите, какие они офигительные. Вот на сковородке быстрее, но на вкус сравню, что в итоге лучше. Вот так вот их прожаривать или на сковороде. И снизу, и сверху. Тут же бекон пожарим. Специального режима для бекона не предусмотрено. Мы поэтому запускаем ручной режим на максимальной мощности и посмотрим, что получится. Так, загружаемся. Буду проверять каждую минуту.
случае с беконом отдельный кайф от того, что его слышно, что он там шкварчит, как когда на сковороде он стреляет во все стороны. Но только он не стреляет во все стороны, потому что он закрыт плотно. Минута 30. Отличная степень прожарки. Ее я оставлю. Хотя 2 давайте еще подержим для сравнения. 2:30. Отлично. Это бонус. Он уже отключен, но все равно пожарим. Получился завтрак. Сосиски прям пахнут грилем на самом деле. Это интересный эффект. Блин, и правда, это не как на сковородке. Прям на самом деле. Очень интересный эффект. И бекон отличный. И помидорки запекаются, видите. Кожицу слезает. В общем, для этого гриль тоже подходит, да. Отлично. Сосиски изнутри прям вот, смотрите, что с ними стало. Очень сочные. Удачный опыт с сосисками подсказал, что можно попробовать пожарить купаты. Так как это сырой фарш, будем их доводить до состояния well done. И посмотрим, что получится. Вкуснее или нет, чем в духовке. «30 минут ушло на приготовление купатов. Это абсолютные рекордсмены по всем продуктам. Дольше всех готовились. Очень надеюсь, что оно стоит того. Купаты потоньше попробую пожарить все сразу, потому что уходит очень много времени. Посмотрим, сколько это займет для них. Потому что представьте, как вы на этом гриле укладываете сосиски, а у вас вся семья голодная ждет. И вы думаете, может быть, лучше было все это дело в духовку положить, и уже бы все вместе с овощами было готово. Подумайте о размере гриля XL. Засекаем время. Ура! Тонкие готовились 23 минуты. Блин, это тоже долго, но, по крайней мере, не так долго. Смотрите, зато какие они красивые. Но капец как долго. Полчаса на толстые купаты и еще 20 небольшим минут на тонкие, но выглядит здорово. Но фиг дождешься. Если положить все это дело на противень и засунуть в духовку, то будет готово быстрее. Но узнаем сейчас, насколько вкус отличается. Может быть, стоит небольшую порцию готовить и все-таки использовать гриль. Так, режем, смотрим. Ну, как-то мне кажется, даже подсохшая. Сейчас попробую. Вау, эффекта не ощущаю. Тонкие готовились не так долго, поэтому они посочнее вроде как. Да, вот тонкие отлично вышли. Делайте выводы. А сейчас будет прямое сравнение. Мы будем готовить рыбные стейки на гриле и в духовке одновременно и сравним результаты. Духовку устанавливаю на режим гриля на 210 градусов и почти одновременно с этим запускаю гриль на режим рыбы и прогреваю его. Посмотрим, что получится быстрее и что получится вкуснее. С нагревом гриль справился быстрее. Сейчас у меня здесь рис еще. Так, но мы на электрогриль выкладываем кусок. Духовка все еще разогревается. Так что это такое прямое жизненное сравнение. Бдыщ. Все, в прошлый раз я как-то уже готовил рыбу до well done и получилось суховато. Попробую до медиума довести и посмотрю, сырая, нет. Вот, но в духовке уже отработанная схема 15 минут на 210 получается просто идеально. Духовка разогрелась. Мне тоже ставлю рыбу. «15 минут. С рыбы, пожалуй, даже 14 минут хватит, я думаю, потому что я вижу, что у нее края уже прям потемнели. В этом деле главное вовремя вытащить. О, шикарная рыба. Гриль тоже пропищал. Здесь тоже рыбу достаю. Смотрите, как она загрилилась. Неравномерно полосы, потому что кусок достаточно толстый и не со всех сторон одинаковый. Ух, тяжело щипцами будет взять, но я вижу, что внутри она приготовилась вроде до конца. Сейчас сравним. Духовка, гриль. Смотрите, духовка это проверенный уже метод годами. Рыба получается всегда отменная и при этом помещается очень много в духовку. Вот, смотрите, сочная, офигенная. Сейчас заценю кусочек. Эталон. Эталон, и как видим, она полностью пропеклась. На гриле тоже видим, что сырых участков не наблюдается. При этом она тоже блестит, сочная. Сейчас попробуем.
По сочности то же самое. По времени заняло примерно одинаково приготовление, но в гриль помещается меньше. Поэтому думайте, как вам удобнее. И так рыба получается классная. Шел день не знаю какой, уже дошли до картошки. Не уверен, что получится, но если выйдет плохо, я не включу это видео. Короче, на мой взгляд, картошка лучше всего получается, если ее смазать маслом и готовить на максимум 15 минут. Селедка пойдет. Хотя я думаю, что лучше ее отваривать под селедку. Но это так, для разнообразия. Чипсина с двух сторон, внутри которой мягкая картошка. А еще попробуем пожарить сегодня на гриле шампиньоны. По инструкции шампиньоны тоже нужно жарить на максимальном огне. Через 8 минут они все еще оставались твердыми изнутри, но снаружи уже покрылись такой, как будто бы горелой корочкой. Судя по запаху, их нужно доставать. Прошло 13 минут. Давайте еще один попробуем. Похрустывают. Не уверен, что они готовы. Продержу до 16 минут намеченных. Хотя я сомневаюсь, что они перестанут хрустеть. Прошло 18 минут. Гриль уже практически сомкнул свои створки. Смотрите, что стало с грибами. Попробую еще одну штуку, для того, чтобы убедиться, что они готовы. Грибы отнимают очень много времени пока что. Ух. Уже верхняя оболочка становится жестче, так что надо их доставать. В общем, грибы как-то в духовке получались получше, по-моему. Очень сложно остановиться, поэтому видео разрослось больше, чем я представлял в начале. Зато практически все, что можно приготовить на электрогриле, мы приготовили и результат посмотрели. Общий вывод в том, что электрогриль пропекает продукты насквозь, сырым из него ничего не выходит, поэтому для приготовления чего угодно он в принципе подходит. Но другое дело, что не все продукты на нем получаются одинаково хорошо, и я их распределил от первого места, которые можно готовить только на электрогриле, до последнего, когда я их не рекомендую готовить в принципе на электрогриле. И первое место занимают, как ни странно, вареные сосиски. Так как они уже готовы к употреблению, их не нужно высушивать до максимальной прожарки, как купаты, их достаточно довести до средней прожарки. Поэтому это достаточно быстро, и они всегда пропекаются насквозь, то есть весь их внутренний холодец плавится, и они получаются очень сочными. На сковороде для того, чтобы добиться этого эффекта, нужны какие-то особые навыки обжаривания, не всегда получается. Здесь же оно как-то само выходит, и всегда круто. В общем, сосиски только на гриле теперь готовим. Это классный опыт. Второе и третье место, я думаю, у меня будет примерно равнозначное, но все-таки вперед немножко вырываются овощи, потому что это очень быстро и всегда очень круто. Когда готовлю овощи в духовке, им нужно время, чтобы прогреться от воздуха. У воздуха не такая теплопроводность, как у металлических пластин замечательных. И при прямом контакте с нагревательной поверхностью любой овощ приготавливается намного быстрее. В общем, для овощей это решение тоже максимально удобное. Курицу я поставил ниже овощей, потому что, на мой взгляд, как ее готовить уже без разницы. Либо в духовке, либо на гриле. Зависит от того, что вы хотите получить. Запеченная курица, она отличается от жареной в любом случае. Она тоже по-особенному вкусная. Но если хотите именно жареную, тогда электрогриль намного упростит задачу по сравнению с обжариванием на сковороде. На сковороде приходится все-таки как-то следить за ней, переворачивать, и вы всегда сомневаетесь, приготовилась ли она до конца или нет. В случае с грилем сомнений не возникает. То есть, если он пропищал, что прожарка максимальная, значит все, можно доставать. Вопросов нет. Следующий в списке идет говядина. И здесь уже я провожу черту. В случае с курицей, когда возникает вопрос, где ее приготовить, на сковородке или на электрогриле, я вам скажу однозначно на электрогриле. Но в случае с говядиной здесь появляются вопросики. И вот почему. В случае с говядиной мы уже имеем дело со степенью прожарки. И если чуть-чуть заморочиться, то на сковороде вы получите результат лучше, чем на электрогриле. У вас получится лучше корочка, вы сможете запечатать мясо со всех сторон. При этом, пока готовите, вы сможете добавить чеснок, тимьян, розмарин и украсите вкус стейка, он получится в любом случае лучше. Но электрогриль здесь побеждает за счет простоты. Психологически это громадная разница. Даже вот недавно у меня были еще куски мяса здесь, не на камеру, и я засунул их в электрогриль. Мне было лень заморачиваться со сковородкой, стоять, мерить время, переворачивать. Здесь просто засовываешь, ждешь и достаешь, съедаешь. Ну,
То есть в плане простоты это очень круто. Неоднозначность здесь в том, что стоит брать сковородку, когда у вас особенный вечер, а когда обычный день вы хотите просто хорошо приготовленную говядину, гриль справится со своей работой. Поэтому я ставлю говядину под курицей. Все-таки для курицы однозначно электрогриль, для говядины момент немножко спорный. Но получается тоже очень круто. Следующая в рейтинге рыба. Потому что даже по простоте я не вижу здесь большой разницы, что в духовку засовывать, что в электрогриль. Время уходит примерно то же самое, результат получается примерно таким же, поэтому не вижу смысла заморачиваться. Я думаю, продолжу готовить рыбу в духовке и не буду париться. Под рыбу я ставлю купаты. Дело в том, что толстые купаты, они пересыхают в электрогриле, и их категорически нельзя на нем готовить. Тонкие купаты получаются сочные и очень вкусные. Тонкие купаты можно. Но проблема в том, что когда я покупаю и толстые, и тонкие купаты, я хочу приготовить и то, и другое. И если я что-то готовлю в духовке, то мне проще все засунуть в духовку. И результат получится примерно одинаковый с электрогрилем, опять же. Времени уйдет примерно столько же. И поэтому я не вижу смысла использовать электрогриль для приготовления купатов. Только если у вас только тонкие купаты. В таком случае, конечно, отлично подходит для этого. На последнее место я ставлю всякие грибы, картошку. Здесь уже, мне кажется, нет смысла их готовить вообще на электрогриле в принципе. Картошка получается как чипсина снаружи, как печеная картошка изнутри, а грибы получаются слегка такие твердоватые. И, по-моему, намного лучше и картошку, и грибы готовить в духовке, раз уж на то пошло, или на сковороде. Но электрогриль для них не очень хорошо подходит. Исходя из этого большого опыта, можете сделать вывод, как вы вообще могли бы использовать этот электрогриль для себя, нужен он вам или нет. Еще важный фактор – это размер. Если у вас большая семья, то вы на нем замучаетесь готовить на всех, проще будет все-таки с духовкой справляться. XL-версии гриля у меня нет, поэтому сравнить вместительность я не могу. Такой обзор, если понравилось, ставьте лайк. Тефаль, если захотите со мной поработать, то, пожалуйста, присылайте свои грили, связывайтесь по почте. И до новых встреч, новых видео. С вами был Максим.